Добро пожаловать в мою мастерскую! В этом видео покажу, как очень просто шьются вот такие замечательные куколки из обычных носочков. Кукол, которых я сшила для этого видео, можно купить в моем магазинчике на Live Masters. Их всего 3. Ссылку смотрите в описании. Нам понадобится 2 носочка, один белый и один цветной. Сначала поработаем с белым носком. Первым делом отрезаю у него пятку. Теперь выверните и расправьте носок. Немного подровняю край. У меня четко видно срединную линию. Если у вас нет, сложите носочек пополам и наметьте ее. И теперь относительно этой линии нарисуйте ножки. Одну ножку рисуем справа, другую слева. Постарайтесь сделать их симметричными. Теперь берем иголку с ниткой, прошиваем одну ножку, здесь оставляем отверстие для выворачивания и прошиваем вторую ножку. Швом назад иголку. Как шить таким швом, я снимала отдельное видео, ссылку оставила вам в описании. Вот я дошила до отверстия. Последний стежок и завязываю узелочек. Пропускаю отверстие и прошиваю вторую ногу. Завязываю узелочек и все готово. На данном этапе получается вот так. Надеюсь, вам хорошо видно. Обрезаю ненужную ткань, отступив примерно 4 мм от шва. Остановитесь, не дойдя до отверстия полсантиметра, и сделайте вот такой треугольничек. Теперь аккуратно выворачиваем свою заготовку через оставленное отверстие. Вот такое намечается тельце. Теперь пришло время набить игрушку. Возьмите синтепон или синтепух и наполните заготовку. Сначала я наполнила голову и тело, а теперь отдельно наполняю ноги. Пожмякайте игрушку, чтобы наполнитель равномерно распределился. Теперь закрываем отверстие для выворачивания. Делать я это буду с помощью невидимого или скрытого шва, про который я тоже снимала отдельное видео и тоже оставила вам ссылку внизу. В конце шва завязываю узелок и прячу его внутри игрушки. Вот такая получилась заготовка. Теперь возьмите веревочку,
Разделите заготовку примерно на 3 части, и сейчас мы будем отделять верхнюю треть, голову от тела. Завязывайте узелок с задней стороны, там где шовчик носка. Здесь будет больше складок. Смотрите, с лицевой стороны складок почти нет. Не знаю, почему так, но это здорово. Завяжите узелок покрепче, лучше тройной. Тельце готово, теперь делаем одежку. Беру второй свой коротенький носок. Если бы он был длинный, было бы все проще. Из верхней части я бы сделала шапочку, из нижней платье. Или наоборот, но так как носок короткий, придется экономить. Вот из этой части носка я сделаю шапочку. Вот здесь как раз достаточно для платья. И отрезаю воротничок. Надеваю платьишко на куклу. Верхний срез вот так можно замаскировать воротничком. Если хотите, прихватите пару стежков. Примеряю шапку. Теперь сделаем с вами волосы. Для этой куклы я взяла вот такие голубые нитки, обычные вязальные. Теперь возьмите что-нибудь, что можно обмотать примерно 17 сантиметров длиной. Можете взять книгу, например. Намотайте столько ниток, сколько вам захочется. Теперь возьму две коротенькие веревочки и завяжу вот так, отступив примерно 1,5 сантиметра от верха. С одной стороны и то же самое с другой. Теперь разрезаем нитки с противоположной стороны. Вот такой паричок. Примеряем его на куклу и пришиваем. Шью мелкими стежками, тем же самым швом назад иголку. Испытываю легкий восторг от того, что у меня получается. Очень надеюсь, что вы то же самое чувствуете по отношению к своей работе. Относительно надетой шапочки намечаю кукле глаза и ротик. Вышивать я их буду нитками мулине, достав из пучка 3-4 нити. Вы можете взять обычные нитки для шитья. Хорошо, если вам удастся вдеть в иголку 2 слоя. Ввожу иголку в голову куклы, там где узелок будет скрыт волосами и шапочкой. Прошиваю по намеченной линии все тем же швом назад иголку. Если хотите все сделать супер правильно, то используйте здесь стебельчатый шов. Развернусь и несколькими стежками закрою пару пробелов, которые образовались при шитье назад иголку. Все-таки стебельчатый здесь работает лучше. Но не беда, все равно очень здорово получается. Теперь вышиваю несколько ресничек. И перехожу ко второму глазу. Все то же самое. Нитку держите расслабленной, не натягивайте ее.
Узелок завязываю тоже под волосами с другой стороны головы. Теперь делаю ротик розовыми нитками. Не разбирала мулине на слои, взяла как есть. Для этого, конечно, понадобилась иголка с большим ушком. Делаю буквально один стежок. Еще раз напоминаю, чтобы вы нитку не натягивали. Она должна быть расслабленной. Вот такая куколка у нас сейчас получается. Надеваю ей шапочку. Здоровская, правда? Снова беру иголку с ниткой и пришиваю шапку к голове куклы. Все тем же швом назад иголку. Здесь можно делать стежки довольно крупные. Прошиваю все слои – шапку, волосы и голову. Получается вот так. И последнее, что нам нужно сделать – руки. Начну примерно вот здесь. Нажмите пальцами и сделайте несколько стежков на одном месте. Пальцами нажимайте все время, чтобы нитке легче было держать форму. То и дело переворачивайте куклу, чтобы точнее направлять выход иглы. Волосы немного мешают, уберу их. И так продолжаю. Нажимаю пальцами и делаю стежок за стежком, опускаясь вниз куклы. Таким образом формируется ручка. Вот, я думаю, уже достаточно. Завязываю узелок. То же самое проделываем симметрично с другой стороны. Помните, что нужно несколько раз продублировать первый стежок, потоптаться на одном месте. Вот и все. Моя куколка готова. Если вам интересно, как сделать куколку мальчика, пишите мне об этом в комментариях. Хорошего вам настроения и радости в работе. Обязательно посмотрите мое видео про котят из носков. Они тоже очень здоровские и очень просто делаются.